Shall we begin? Let's begin now. Добро пожаловать на канал Кругосветка с Третьяковой. Давайте отдохнем на Шри-Ланке. В моем новом выпуске «Дорвались до океана», наша райская бухта и обзор лучших пляжей Цейлона. И сегодня я расскажу вам про пляжи юго-западного побережья острова. Они протянулись от Коломбо до Гали. Let's begin now. Вечером ланкийский ром, Похоже на ром, но это не ром, это что-то среднее между вискариком и ромом. утром уроки серфинга. Where are you from? I'm from England. На берег океана мы с моей подругой Мариной едем из центральной провинции острова. Из высокогорной Нувара-Элии спускаемся на юго-западное побережье. Наша цель – маленькая деревушка Ахунгала, место, которого даже нет в путеводителях. Дороги уже больше 3 часов, и вот эта трасса, она проходит через районы, где вообще нет туристов. И перекусить здесь, в общем-то, проблема. Из еды только рис и карри, это очень острая еда, рассчитанная на местных жителей. Поэтому вот на такие расстояния, конечно, лучше с собой брать какие-то снеки, фрукты, все, что может утолить голод. В эти края туристы приезжают только ради рафтинга. Даже в самый засушливый месяц года, апрель, горная река широкая и бурная. Но заезжать в рафтинг-центр ради обеда – это лишний крюк. Что бы мы делали, если бы не бездонный рюкзак Марины? Марина, расскажи там, что с твоим запасом сушек? Обижает. Она обижает Марину, что у нее не остались сушечки. Вот видите, Светка дожила до сушек. Несколько дней такая, не буду, я же сама сейчас такая, вот сушечки. Хоть пару штук перехватить. В общем, спасают нас на Шри-Ланке наши родимые русские сушки. И вот, наконец, долгожданная остановка. Мы уже спустились с гор. Прохлады горной нет. Климат здесь поменялся, но от моря нас отделяет еще вот этот горный хребет. А what is the name of this place, this city? Yes, Taldua city. Ожидать, что в этой глуши вас накормят, как в ресторане с мишленовскими звездами, конечно, не стоит. Но порции очень большие, продукты свежие. И вот и все. Курица очень мягкая и вкусная. Преодолеваем последний горный хребет, и мы на юго-западном побережье Шри-Ланки. Вдоль него тянется скоростная платная трасса. Друзья, наконец-то на 7-й день пребывания на Шри-Ланке мы видим океан за окном. Поколесили по стране. В Ахунгалу мы приехали на закате. Наша крошечная бухта Сатаполла находится на самом берегу. И здесь только наша вилла. Очень долго ехали из Нувара-Элии и наконец до нашей виллы доехали. Такое небольшое бунгало. Здесь прям выход на море. Вот наш номерок. Собственно, небольшой такой номер. Под камень, нет, даже камень. Я готова выходить на пляж. Здесь вот у нас такой душ. Какое может быть первое впечатление? Выходишь из номера, и тут океан. Твой собственный маленький частный пляж. Лодочки, лежачки. Ой, как хорошо, ребята. После всех наших горных историй это то, что нужно. Теплый какой. Ой, водичка прекрасная. Да, и прям, знаете, даже ноги чувствуют, что вода соленая. Repeat, this is not a drill. Ранним утром в бухту прилетают белые цапли и прочие пернатые.
Здесь нет высоких волн и можно позавтракать мелкой рыбешкой. Для туристов привозят свежую выпечку. Тук-тук с пирожками и лепешками колесит вдоль всего побережья. Смотрите, что у нас на завтрак. Омлет с овощами и нутом. Всегда на столе острая кокосовая закуска с красным перцем. С утра неожиданно, но очень вкусно. О том, как на Шри-Ланке относятся к соли и перцу, можно судить уже потому, что даже на завтрак в 7 часов утра, посмотрите, что дают. Это дополнительный перчик, если вдруг яичко на завтрак вам или бутербродик тоже показались не перчеными. В чаек сразу так. А теперь самое время изучить окрестности. За этим мысом простирается пляж длиной в 3 километра. Это место теперь мне будет сниться даже в глубокой старости. Пляж Ахунгалы ранним утром без туристов. Все только для нас. Юго-западное побережье Шри-Ланки – это бесконечная череда пляжей. Местные купаются уже в 20 километрах от Коломбо. Туристы едут на экологически чистые пляжи, они начинаются в 50 километрах от столицы. Бесконечный пляж Ахунгалы может показаться совершенно безлюдным, но это не так. Здесь есть отели. Просто они вписаны в окружающий ландшафт. Посмотрите, здесь 2 достаточно больших отеля. Один 4-этажный, и второй в колониальном стиле. Кстати, вот этот отель построил архитектор Бава. Там и знаменитый шри-ланкийский архитектор 20 века. Это местная шри-ланкийская архитектурная достопримечательность. Дом-музей архитектора в Бентотте, в крупном курортном городе, где останавливаются пакетники, любители купить тур all-inclusive и нежиться на пляже. Этот отель в Ахунгале, как и соседний, 5-звездочный. Территорию украшают азиатские водные сады с лилиями и косяками ярких рыб. Архитектор Бава, создавая эти водоемы, явно думал о Сигирии. Тот, кто уже посмотрел мой прошлый выпуск, согласится, это место чем-то напоминает главную историческую достопримечательность Цейлона. При желании в отеле можно провести весь отпуск, даже не выходя на шумные ланкийские улочки. Есть все – огромные бассейны, магазинчики с сувенирами и одеждой, рестораны с европейскими блюдами и достойными десертами, бары с местным светлым пивом. В винной карте есть кое-что интересное. Красное австралийское вино, чем-то напоминает чилийское, и сильно уступает моему любимому французскому из винограда сорта Мерло. Ну и, конечно, как на острове посреди океана обойтись без рома? Похоже на ром, но это не ром, это что-то среднее между вискариком и ромом. Какая-то реально местная самогоночка. А кокосовый вкус есть? Такого вкуса нет. Так это же Кавказ. Короче, это вообще, она пошла в разнос, она пивом запивает. Дальше в выпуске «Китайская грамота». Устанавливаем международные связи. Идам. Поедем кормить черепах. И давно обещанный в прошлых выпусках серфинг. На экзотической Шри-Ланке отдыхают и европейцы, и арабы, и китайцы. Последние берегут свою кожу от загара и купаются очень своеобразно. Решила выяснить, что эта жизнерадостная дама написала на песке. Оказалось, имя своего сына. And what is his name? What is his name?
My Iram. For me, for example, Sveta. And your son is? Iram. Iram. Name? Iram. Инам. Следующее задание на произношение еще сложнее. С китайским у меня так и не сложилось. 이름 적어달라고? Вода в Индийском океане в это время года как в горячем джакузи. На пляже вместе с нами жарятся вараны и наши местные четвероногие друзья – Рони, Руба и их приятели. Сейчас съездили в Ахунгалу, в сам городочек, ну, точнее, туда дошли пешком, обратно уже на тук-туке, и набрали фруктов. Цены, в общем-то, такие же, как в Канди, как в Нуваре-Эли. Что здесь продают? Вот такие вот гигантские папайя, похожи больше на нашу дыню, наверное, какой-то особый сорт. Есть вот такие вот арбузики. На завтрак сегодня пробовали, они не очень сладкие, но такие сочные, водянистые, в жару, то, что надо. Естественно, бананы и 2 вида манго. Вот эти манго нам брать не советовали. Продавец сказал, что они невкусные, но мы ему не поверили, будем пробовать сами. В общем, продавец магазина дал нам вот такой чек. Тут только ему понятные символы. Это вот название на местном языке фруктов, они просто закорючки, как вы могли подумать. Это вот, наверное, бананы, тут манго написано и так далее. К вечеру на берег выползают крабы и начинают бои за жилплощадь, отвоевывают друг у друга самые лучшие ракушки. Крабы облюбовали участок рядом с рыбацкими лодками. На острове такие лодки называют аруа. Как мне объяснили, слово произошло от французского «аревуар» – «здравствуйте». Правда, как из этих лодок выгружают улов, я так ни разу и не увидела. На нашу виллу свежую рыбу приносили вот так. Red snapper, coral. This is also coral, barracuda, para. И сразу можно отправлять на гриль. Хотя, если есть спиннинг или удочка, можно отправляться за уловом и самостоятельно. Бухта как раз самое рыбное место. А вот так на Цейлоне собирают кокосы. Чтобы сбить спелые плоды с пальмы, вызывают профессионала. Согласитесь, работа не из легких. Как вы понимаете, в этой стране медицинской страховки у этого мужчины нет. Каждый раз забирается на высокую пальму на свой страх и риск. Пляжный сезон на Шри-Ланке круглый год. В последнее время климат стал еще жарче. Местные жалуются, что такого пекла в марте-апреле давно не было, и океан неспокойный. Самые развитые курорты на острове – Бентотто, Унаватуна, Мириса. На северо-востоке – Трикомали. Но это для желающих отдохнуть от цивилизации. Сейчас я нахожусь на пляже Хикадова. Местные его уже называют русским, потому что в последние годы здесь все больше и больше туристов из России. В 70-е годы Хикадува была меккой для хиппи. Кто-то здесь и сейчас тоскует по тем временам. Но сегодня это развитый курортный городок. Здесь есть жилье на любой вкус и на любой кошелек. Блин, как жарко! Есть и дорогие пятизвездочные отели и комнаты для бэкпекеров, лавки с сувенирами со слониками, чаем и красочными пейзажами Цейлона. Вдоль пляжа множество ресторанчиков. Пообедать в Хикадуве мы решили вот в таком ресторанчике. Он нависает над морем, и волны подходят прям к самым ногам. Очень романтичное местечко.
Здесь лучше заказывать что-то вроде креветок на гриле. Пасту готовят ужасно. Ресторанчик находится возле самой большой серфинг-школы в Хикадуве. Let's begin now. За право считаться серфинг-столицей острова поспорить с Хикадувой может только курорт Велигама. Он находится гораздо южнее. А здесь могут встать на доску даже те, кто никогда этого раньше не делал. Но в любом случае нужна отличная физическая подготовка. Excuse me, and what is your name? Jane, Where are you from? I'm from England. Сначала вводный инструктаж на суше. Usually down quite low like this to begin with. Okay. Hello. Oh my god. Инструктор учит держать баланс на доске. Посмотрите, в воде доска все время будет привязана к ноге и точно никуда не уплывет. Похоже, освоить серфинг проще тем, кто занимался йогой. Напоминает динамические асаны. На первом занятии встать на доску Чайн так и не смогла, но хорошо на ней поплавала, лежа на животе. Поймать волну вообще не так-то просто. Большую часть времени серфер готовится и всего несколько секунд скользит по гребню волны, а потом опять все с самого начала. Наконец, вот оно главное неэкстремальное развлечение Хикадувы – гигантские черепахи. От кораллового рифа они приплывают прямо к берегу. Это оливковая черепаха или оливковая ридлея – один из хищных видов. Они питаются беспозвоночными, среди любимых лакомств – медузы, креветки, крабы, улитки, хотя с радостью готовы угоститься и водорослями. Официально кормить черепах запрещено, и дотрагиваться до них, кстати, тоже нельзя. Но кого останавливали подобные запреты? К счастью, во время съемок ни одна черепаха не пострадала. Друзья, буду рада вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы отправимся в Галли, который легко можно перепутать с одним из европейских портовых городов. Всем пока-пока!